Настройка на Фрейли. Люди, общаясь между собой, подстраиваются друг под друга в той или иной степени. Учитывается характер, темперамент, уровень интеллекта, манеры и так далее. Если настройка не получается, взаимопонимания достичь не удается и общение сводится к сотрясению воздуха словами. Не настроившись на частоту партнера, вы не добьетесь взаимопонимания. Термин «настройка на частоту партнера» носит чисто условный характер. Вы, конечно, понимаете, что я пользуюсь такой упрощенной моделью для удобства. Как именно происходит настройка на физическом уровне, для нас в принципе не важно. Суть в том, что каждый человек имеет характерный индивидуальный набор параметров личности Фрейли. Устанавливая тесный контакт с человеком, вы занимаетесь фрейлингом, настройкой на его параметры. Успех общения напрямую зависит от того, насколько удачно вы сумели уловить сущность Фрейли партнера. Это не так сложно, как может показаться. Главным условием успешной настройки является внимание к собеседнику. Без внимания вообще ни о какой настройке речи быть не может. Это считается само собой разумеющимся, однако, как правило, в любой беседе человек озабочен исключительно своими мыслями. Один крупный бизнесмен однажды сказал: «Все хотят мне что-то предложить, но никто меня не спросит, в чем я нуждаюсь». Люди, стремящиеся что-то получить от других, думают о своих проблемах и о том, как можно их решить с помощью других людей. Это чисто внутреннее намерение. Напротив, думая о том, чего хотят люди, вы запускаете механизм внешнего намерения. Как связать то, чего хотите вы, с тем, чего хочет другой? Для этого необходимо прежде всего осознанно сфокусировать свое внимание на его интересах. Переведите внутренний взор с себя на собеседника. Человек будет заинтересован встречным вопросом только в контексте его собственных проблем и устремлений. Ваши мысли сосредоточены на том, что хотите получить вы. Но других это абсолютно не интересует. Разве для вас имеет значение, чего хотят другие? Вот так же и они думают о своих заботах, а чужие желания их не волнуют. Поэтому единственный способ найти общий язык и понимание состоит в том, чтобы вести беседу с человеком в контексте его собственных интересов. О своей проблеме вы уже подумали предостаточно. Теперь переключите свое внимание на интересы партнера. Заложите в основу общения контекст намерения партнера, а собственную проблему пристройте сверху. Например, вы хотите уйти в отпуск в августе. Это необходимо, вы думаете о своих интересах. А о чем думает шеф? О вашей работе, но никак не о вашем отпуске. Есть два варианта решения этой задачи. Первый – вы приходите к нему и начинаете стенать о своих проблемах и желаниях. Второй – говорите, что в сентябре ожидается дополнительный объем работы, поэтому хотелось бы получить отпуск в августе, и в сентябре все успеть. По-вашему, какой вариант сработает? Может быть, шеф сказал бы, что можно уйти в отпуск и в октябре, но вероятнее всего, он согласится с вами, потому что слышит речь на своей частоте. Говоря с человеком в контексте его интересов, вы настраиваетесь на частоту излучения его мыслей. Если ослик никак не слушается и не хочет идти туда, куда надо вам, значит седок думает о своем, а он о своем. Ослик думает о морковке. Покажите ему морковку, и он пойдет, куда вам надо. Получается, что вы размещаете свое намерение в контексте намерения ослика. Что он будет иметь, исполняя чужое желание? Задавайтесь этим вопросом всякий раз, когда требуется, чтобы человек сделал то, что вам надо. Если нашли ответ на этот вопрос, у вас все получится. Чтобы настроиться на частоту собеседника, нужно прежде всего внимательно слушать то, что он хочет сообщить. Если, конечно, вы сами не хотите навязать свою тему и точку зрения. В большой компании все пытаются что-то сказать, но это не имеет никакого значения, поскольку никто никого не слушает. Конечно, люди могут делать вид, что слушают, но 90% их внимания занято своими мыслями. Для того, чтобы зарекомендовать себя интересным собеседником, вам не надо блистать остроумием и эрудицией, а достаточно всего лишь внимательно слушать партнера. Если вы безразличны человеку, но надо вызвать его интерес, участие,
говорите с ним о том, что интересует его. Забудьте на время о том, что интересует вас. Это совсем другая частота. Перестройтесь на частоту партнера. Поставьте себя на его место. Сделав это, вы поймете, что движет человеком, узнаете причину, по которой он действует именно так, поймете его точку зрения. Когда настроитесь на его частоту, сможете плавно перейти к интересующим вас вопросам. Первый и самый простой ключ к чистоте человека – это его имя. Нельзя игнорировать тот факт, что с самого рождения человек воспринимал обращение к себе по имени. Употребляйте в беседе его имя почаще, и это возымеет свое действие. Обращение по имени служит своего рода паролем, который сообщает, что вы идете с дружескими намерениями и признаете значимость человека. Каждый человек постоянно в той или иной степени поддерживает защитное поле, оберегающее его значимость. Вы не сможете настроиться на частоту партнера, если он окружен защитной стеной официальности или недоверия. Это препятствие иногда можно устранить с помощью обезоруживающей непосредственности. Если вы сами показываете, что не держите защитное поле своей значимости и не намерены нападать, партнер тоже опускает свой защитный экран. Но наиболее эффективным способом устранения любой разделяющей стены является проявление вашей неподдельной симпатии к человеку. Почему мы любим своих домашних питомцев? Потому что они всегда искренне дают нам понять, что рады нас видеть. Они виляют хвостом, мурлычут, прыгают, верещат, всячески выражают свой восторг. Есть и другие менее общительные живые существа, например, аквариумные рыбки. Но подобные существа не внушают любви, они как растения или часть интерьера. Те, кого мы любим, словно говорят нам: «Мне от тебя ничего не нужно, я просто очень рад тебя видеть». Это одна из главных причин того, почему мы любим своих питомцев. В общении с людьми, если вы хотите внушать симпатию, давайте понять людям, что рады их видеть. Не обязательно выражать собачий восторг. Достаточно улыбнуться, поздороваться с энтузиазмом, назвать по имени, внимательно выслушать. А если вы ведете себя, как аквариумная рыбка, то и отношение будет соответствующее. Механизм здесь очень простой. На подсознательном уровне ваш партнер будет думать так: «Я встретил человека, который рад меня видеть. Значит, я не пустое место, я кое-что значу в этом мире». Данный человек несет в себе подтверждение этого. Какой приятный и симпатичный человек. Внимание и участие должно быть искренним. Нет ничего более пошлого, чем участие, возведенное в ранг этикета. Люди натягивают на себя улыбку как атрибут. Это уже не улыбка, а что-то вроде галстука. По привычке спрашивают друг друга: «Как дела?» и ждут стандартного ответа. Ответ, отклоняющийся от ожидаемого, воспринимается как аномалия. Никого не волнуют чужие проблемы. Тогда зачем задавать такой вопрос? При общении с человеком вы можете входить с ним в резонанс, излучая энергию на его характерной частоте. У каждого человека есть резонансная частота, его конек. Это то, чем он особо увлекается, интересуется, гордится. Его конек является струной, звенящей на резонансной частоте. Если вам удалось определить, в чем состоит его пассия, беседуйте с ним об этом, пусть он выговорится с вашей помощью. Это наиболее эффективный способ налаживания контакта. Ухватив эту ниточку, вы легко сможете расположить человека к себе. Вы можете легко завоевать расположение человека, если попросите его помочь вам выйти из какого-нибудь затруднения или сделать необременительное одолжение. Попросив партнера об одолжении, вы отказываетесь от своей значимости, а его повышаете. Он чувствует себя значительнее, если дать ему понять, что нуждаетесь в его помощи и предоставляете возможность проявить себя, подчеркнуть свою важность. Этот человек, оказав требуемую услугу, будет рядом с вами чувствовать необходимость в себе, и поэтому вы наверняка завоюете его расположение. Чувство собственной значимости очень дорого стоит. Тот, кому вы дадите ее почувствовать, не забудет такой щедрости до конца жизни. Согласитесь, ведь вы сами до сих пор с благодарностью вспоминаете тех, кто оценил ваше достоинство.
Вам может показаться, что я преувеличиваю чувство значимости человека. В самом деле, со стороны Фрейлинг выглядит так, как будто каждый человек ведет себя словно важная птица. Тем не менее, значимость действительно играет решающую роль в поведении и мотивации людей. Как вы считаете, какое действие со стороны других может задеть человека больнее всего? Когда его будут игнорировать, оскорблять, избивать, наносить увечья? Нет, самое тяжкое повреждение человек получит в том случае, если его унизят. После собственной жизни нет ничего важнее для человека, чем значимость. Самая сильная жажда после жажды физической – это жажда власти. Конечно, это наивысшая и последняя степень борьбы за значимость. Далеко не у всех людей борьба за свою значимость перерастает в такую форму. Но согласитесь, если у человека есть абсолютно все, ему остается только добиваться власти. Ничто не будоражит так сильно, как власть. Отсюда вы можете сами делать вывод, какую роль играет чувство собственной значимости в поведении и мотивации человека. Любая критика наносит удар по значимости человека. Это своего рода антифрейлинг. Никогда не говорите людям прямо, что они не правы. Даже если вы уверены в своей правоте, всегда более выгодно сохранять нейтралитет. Тогда вы не нанесете удар по значимости человека, а себя оградите от действия равновесных сил. Еще человеку можно нанести довольно чувствительное повреждение, если задеть его негативный слайд. Слайд держится на пленке важности, поэтому, задев слайд, вы задеваете за живое. Негативный слайд – это когда человеку что-то в себе не нравится. Как вы знаете, человек с негативным слайдом стремится скрыть его от себя самого и спроецировать на других. Но попробуйте выдвинуть встречное обвинение, то есть отдать проекцию обратно, и вы увидите, какая последует бурная реакция. Человек ни за что не признает чужую правоту и станет вашим злейшим врагом. Так что лучше даже не касаться чужих негативных слайдов. И уж тем более не пытаться объяснить человеку, что у него в голове находится слайд. Наиболее точной настройкой на фрейле человека является, конечно, влюбленность. Как и почему это происходит, объяснить очень трудно, если вообще возможно. На эту тему уже сказано так много всего. Для того, чтобы добиться взаимной любви, нужно отказаться от права обладания и просто любить, ни на что не рассчитывая. Сохранить любовь можно, если не превращать ее в отношение зависимости. А вот чтобы влюбиться, вы не сможете сделать ничего. Вот и все, что я могу добавить. Таким образом, я обрисовал в общих чертах основные принципы фрейлинга. Как вы могли заметить, разграничение отношений по намерению и по течению носит чисто условный характер. Общение по течению можно рассматривать с точки зрения общения по намерению и наоборот. Но в конечном итоге все это и есть фрейлинг. Вы настраиваетесь на частоту партнера, потому что поворачиваетесь с ним в одну сторону, действуете в его интересах и общем с ним направлении. В результате вы получаете от человека то, чего не могли добиться обычными методами внутреннего намерения.